Счастье, как смертельная болезнь. Им сказали 10 тысяч раз, и они решили, что это их собственное убеждение. Михаил Веллер. Некоторых больных надо поздравлять и с тем, что они почувствовали себя больными. Синека. Сперва хорошая новость, и собираюсь назвать эту болезнь вашим именем. Стив Мартин. Счастье, невероятное, всепоглощающее счастье, захлестывало с головой. Образы гор, денег из всех драгоценных металлов мира, чаш с питьем и политыми медом фруктами, да ртами прекрасных обнаженных женщин цветов, танцующих и сулящих блаженство жарче, чем испытали Фауст и Казанова, взятые вместе. Причем не было боли, неудобства, жары и холода, голода и жажды. Лишь счастье, которое густым туманом всех цветов радуги застилало разум. Оно требовало забыть и не думать о плохом, во всем видеть лишь хорошее. Перестать думать и лишь наслаждаться. Показывая луга на летающих островах и сбывшиеся мечты. Я шел по улице, скорее попасть домой. Принять лекарство, пока я все еще могу себя как-то контролировать. На худой конец отключусь и очухаюсь скорой. Но надо делать все, что угодно, только не поддаваться этой пелене. Отгонять образы, делать больно, уравновешивая безумие. Если подашься, то конец станешь овощем, вечное счастье, и ходить под себя всю оставшуюся жизнь. Пока есть воля, бороться любой ценой, любой ценой. Бороться было нетрудно. На все эти образы есть противодействие, реальное понимание сути вещей. Ведь все модели требуют денег и изменяют направо-налево. Летающие острова, безводные и сухие, могут перестать парить в воздухе в любой момент и упасть, едва кончится питание нужной аппаратуры, а жратва и питье в таком количестве могут убить куда страшнее, чем многие пытки и болячки вместе взятые. Радуга слепит и делает больно глазам при постоянном ее лицезрении. И одно то, что я увидел участь других, что становится с поддавшимися грезами, мотивировало похлеще прочего вместе взятого. Нет, моя жена, она счастье, она одна может меня кормить и оживлять, пить меня и поить. Моя Ларда, тебя одну люблю, и никакая лихорадка счастья не может меня остановить. Только бы перетерпеть этот сладкий ужас и отключусь дома или раньше. Но приду в себя, страшная головная боль и ощущение избиения толпой скинхедов с остальными прутьями, фигня на фоне лежания овощем всю жизнь, которым пользуются санитары-изороки, что нередко. И тут спасительная адская боль, кровавый туман и звезды цвета рубина в глазах, и все, отключился, спасение пришло. Очнулся я уже в больничке, и жена хлопотала вокруг меня. Ругая врачей и санитаров, благо сама нейрохирург лично прооперировала мне голову, вдобавок поставив на место проломленную в результате падения височной кости. Мой, живой!» — кричала она, словно похоронила меня, а я жил недалеко от истины, если разобраться, ребята. Что же за болезнь такая, навевающая счастье? Это была попытка проредить население мира. Придумав компьютерный вирус, который после показа ряда картинок под нужную музыку пробуждал в живом мозге скрытые сигналы, вызывавшие образы и ощущения невообразимого блаженства. Человек отрубался от состояния овоща,
счастливого живого покойника. В стадии полного контроля за мозгом человек не имел даже реакцию зрачков. Не реагировал на внешние раздражители. Даже электрошок не вытаскивал счастливого несчастного из этого морока. К счастью, иммунитет к этому мог появиться, если перетерпеть ломку, неизбежно наступавшую при борьбе с этим состоянием силой воли и кончавшуюся обмороком с адским похмельем. И иммунные к лихорадке счастья при повторном стимуле ее вызывающим лишь блюют, страдают мигренями и симптомами токсикоза, но остаются самими собой, ведь потерять себя хуже лишь смерть. Виновные в этом были линчеваны толпой. Благо революция очистила мир от капитализма, и СССР 2.0 стала реальностью со столицей в новом городе Топорах в центре новой страны вместо сожженной дотла Москвы и Твери. Я стал не убитым от нищеты пенсионером, а снова врачом с искусственным сердцем. Лечил от рака, благо новая методика лечила его даже в терминальной стадии с метастазами во всех потрохах. Но вирус лихорадки счастья нет-нет и проявлялся. При работе на старых компьютерах 2025 по 2030 надо их все на помойку, блин. Я спасся от новой болячки. Реализм спас мне жизнь, как спасает всегда и везде при опасности.